Иста в эфире, я снова встраю. Из новостей я контент создаю. С иронией дерзкой, без скуки и лжи. Видео смотришь, ставь лайк, поддержи. Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, разумеется, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Статистика показывает, что треть моих зрителей смотрит меня примерно в равной пропорции, по 10% на каждую страну, из России, Украины и Казахстана. Добро пожаловать, друзья! Рада всех вас видеть у себя в гостях. Я подготовила небольшую нарезку финских новостей. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Начнем с хороших новостей. Период с мая прошлого года по май этого года стал самым теплым периодом за всю историю метеонаблюдений в Финляндии. 12 месяцев подряд и ни одного холодного месяца. Ни тебе снега, ни льдов в Балтийском море. Если тренд продолжится, то лет через 30 такая погода станет нормой для Финляндии. Так что надеемся, что нынешнее лето повторит прошлое, теплое и нежное. Но не забываем про озоновую дыру и УФ-излучение. Это серьезно. В Финляндии ежегодно регистрируется около 1800 новых случаев меланомы. Немного чаще у мужчин, чем у женщин. В 2023 году в Финляндии меланому диагностировали у 1028 мужчин и 811 женщин. Заболеваемость растет почти на 5% в год. Прогнозы неутешительные. Если и дальше так пойдет, число случаев может приблизиться к 3000 в год. При этом 4 из 5 случаев можно было предотвратить. Достаточно просто защищаться от ультрафиолета. На юге Финляндии от УФ-излучения нужно защищаться уже в апреле. Если у вас появились подозрительные родинки или изменения на коже, то не поленитесь. Покажите родинку специалисту. Практически в каждой поликлинике есть медсестра, которая специализируется именно на этих родинках. Правда, мне лично прием у медсестры не понадобилось. Переслала фотографию родинки в поликлинику и по фотографии определили. Причин для беспокойства нет. Еврокомиссия прогнозирует, что финская экономика вырастет в этом году на 1%, а в следующем на 1,3%. В прошлом году был небольшой спад, минус 0,1%. Рост поддержат повышение зарплат и государственные инвестиции, включая оборонку. Но есть и риски. Нестабильность в мире, сокращение соцподдержки и слабость рынка труда. Особенно настораживает неопределенность в мировой торговле. Компании могут отложить инвестиции, а повышение пошлин ударит по экспорту. Дефицит бюджета Финляндии остается высоким – 3,7% в этом году и 3,4% в следующем. Доверие финнов к здравоохранению и социальным службам рухнуло. В 2024 году лишь около половины финнов доверяли системе здравоохранения. В 2020 году доверяющих было 76%. Социальным службам доверяют еще меньше, всего 42%, тогда как в 2020 году было 60%. Доверие снизилось как у работающих, так и у пенсионеров, и у женщин, и у мужчин. При этом почти 2 из 3 пациентов довольны последним визитом к врачу. Причем среди трудоспособного возраста довольных больше, чем среди пенсионеров. Вывод. Финны с недоверием относятся к системе, но когда и если попадают к врачу, все же остаются довольны. Парадокс финского здравоохранения. Пока северные страны Европы лихорадочно обдумывают вопросы безопасности, министр обороны Италии Гидо Крозетто ошарашил всех заявлением: «Северная Европа боится Путина и вооружается, а мы в Италии верим в дружелюбие России». По его словам, Италия не на одной волне с северянами и угрозы в России не видит.
У них, видите ли, своя стратегия и своя история. И стратегия выглядит так. Вице-премьер Сальвини – известный путинист. Украина где-то далеко, а угрозы для Италии – это Африка и Ближний Восток. Итальянцы только что окончательно вышли из коалиции стран, поддерживающих Украину. Германия в ответ собирается больше не считать Италию стратегическим союзником. Франция и Польша тоже злы. В марте премьер-министр Италии Мелони тормозила оборонные инициативы ЕС. Вся эта европейская разобщенность – музыка для ушей Путина, сказал бывший глава МИД Германии Йошка Фишер. Ну а Европа снова, как и 100 лет назад, в 1914 году, перед Первой мировой войной, кто в лес, кто по дрова, все в разнобой и с разными мотивами. Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Мир может повторить ошибки прошлого, если не извлечет уроков из истории. Финляндия официально передала Бенину церемониальный трон или катакле конца 17 века, важный символ власти королевства Абомей, существовавшего на территории современного Бенина. После колонизации региона и разграбления дворца в Абомее в 1892 году трон был вывезен французами во Францию. Позднее, в ходе музейных обменов, он оказался в Финляндии и более 100 лет хранился в коллекции Национального музея в Хельсинки. Решение о возвращении приняли финские власти в рамках международного движения по возвращению культурных ценностей. Теперь трон выставят в музее в Бенине как часть восстановления исторической справедливости. Трон выглядит непривычно, но функция его в символизме. Такой трон выражал связь короля с землей, предками и даже божественным порядком. Он был скорее ритуальным. Для Бенина это сакральная реликвия. 17 мая на юго-западе Финляндии произошло столкновение двух вертолетов, в результате которого погибли все 5 человек, находившиеся на борту. Оба вертолета направлялись из Таллинна на авиационное мероприятие в Пикаярви в Финляндии. По словам очевидцев, один из них резко потерял высоту, после чего оба упали в лесистой местности. Следствие проводится совместно финскими и эстонскими властями. Рассматриваются версии технической неисправности и ошибки пилотирования. Расследование может занять до года. Мои соболезнования родным и близким погибших. Почему я избегаю некоторые рестораны? Приведу пример. В самом центре Хельсинки закрыли Гинза суши-бар из-за нашествия тараканов. Причем нашествие было настолько эпичное, что даже после 2 дезинсекций тараканы остались. И живые, и мертвые. Битва не на жизнь, а на смерть. Санинспекторы зафиксировали: кухня грязная, пол в крошках и жире, рукомойник без мыла и полотенец, а тряпки для уборки сами просятся в стирку. Короче, идеальные условия для тараканов. Скажу честно, я не хожу в азиатские рестораны. Нет, я не ксенофоб. Я просто хочу, чтобы то, что на моей тарелке, не шевелилось и не бегало. Известно, конечно, что тараканы хороший и экологичный источник протеина. Но все-таки Финляндия – это не Китай. И даже в Китае в пищу идут не домашние, а специальные виды тараканов, выращенные на фермах. Кстати, рестораторов тараканы не волновали. У них был с тараканами полный симбиоз. Шум подняли жильцы дома, в котором находился ресторан. Из ресторана тараканы атаковали все квартиры через вентиляционные отверстия. Злые финны помешали бизнесу. Ресторан пришлось закрыть. В мэрии Хельсинки подчеркивают: закрытие ресторанов – это исключительная и редкая мера. Но здесь был случай без вариантов. Сколько теперь будет длиться битва с тараканами, неизвестно. Если насекомые уже угнездились в конструкциях здания, то борьба может продолжаться неделями. Ну, а на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!